Где заканчивается граница России? Граница России нигде не заканчивается. Это видео 2016 года. Сегодня, несколько лет спустя, мы с вами знаем, как закончилась эта шуточка. Однако в каждой шутке, как говорится, доля шутки. И даже в этом совершенно бредовом высказывании Владимира Путина есть толика действительности. Дело в том, что после распада Советского Союза за бортом России оказались 25 миллионов русских, которые в одночасье стали для страны иностранными гражданами. Кто-то называет это трагедией и величайшей геополитической катастрофой, а кто-то бомбой замедленного действия. Ведь если следовать логике Путина, любая страна, в которой есть русское или условно русское население, должна быть готова к тому, что Россия в любой момент может встать на их защиту, попутно отхватив у обидчика кусок территории. Одна такая бомба уже разорвалась в Украине, но мы-то с вами знаем, что на карте хватает и других таких заминированных мест. Так где еще может начаться русское лето? С вами Павел Коныгин, и это разборы проекта «Продолжение следует». Смотреть нас вы можете также и в эфире «Дождя». Также заходите читать новости и лонгриды к нам в Телеграм и на сайт. А в этом видео мы поговорим о том, кому из наших соседей, и я говорю это с тревогой и сочувствием, лучше не расслабляться. История знает немало примеров, когда одно государство под предлогом защиты своих соотечественников входило на территорию другого. Именно так, к примеру, в 1938 году гитлеровская Германия вторглась в Чехословакию и аннексировала Судеты. Незадолго до вторжения Гитлер выступал на партийном съезде с речью, мотивы которой многим сегодня могут показаться весьма знакомыми. Чешское государство пытается их, судетских немцев, уничтожить. Я обращаюсь к представителям западных демократий. Мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Немцев в Судетах есть кому защищать. Я сторонник мира, но в этой ситуации я не стану колебаться, говорил Гитлер. И согласитесь, звучит это прямо точь-в-точь, как знакомая путинская... То, что происходит, вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Западные демократии тогда купились на риторику Гитлера и фактически отдали нацистам Судеты. Любопытно, что о судьбе судетских немцев с тех пор никто уже и не вспоминал. Зато главный поборник мира Адольф Гитлер получил контроль над мощной чехословацкой промышленностью, что дало ему возможность продолжить экспансию на Запад и Восток и развязать крупнейшую в мировой истории войну с десятками миллионов жертв. Понятно, что геополитические интриги диктаторов – это игра без правил, где побеждает тот, кто первым врежет шахматной доской по голове противника. Но ведь есть же и цивилизованный мир, скажете вы, который подчиняется нормам международного права. Наверняка там этот вопрос как-то урегулирован, да? Увы, и тут, как теперь говорят, не все так однозначно. В уставе ООН, например, зафиксированы сразу два незыблемых, но как бы противоречащих друг другу права. Это право народов на самоопределение и право государств защищать свою территориальную целостность. Вот только какое из этих прав имеет приоритет, нигде не указано. Столкновение этих двух ООНовских догм и по сей день порождает немало конфликтов. И вот как раз по такому сценарию развивались и войны 90-х в Абхазии и Южной Осетии, в Косово, в Нагорном Карабахе и в Приднестровье. Во всем мире сейчас в составе 193 государств проживает около 3000 этносов. То есть более 90% из всех существующих на свете народов живут в границах многонациональных государств. К примеру, в Индии проживает сразу несколько сотен этнических общностей разного типа. В Кении более 70, а в России больше 190. И да, иногда представители одного и того же народа оказываются разделены государственными границами. И понятно, что если бы при каждом малейшем поводе соседнее государство с оружием вставало бы на защиту этнического меньшинства за рубежом, то мир полыхал бы в непрерывной войне. Но этого почему-то не происходит. А все потому, что правоведы таки нашли выход из этого тупика. В идеальном мире, говорят они, самоопределение народа не должно угрожать территориальной целостности и вести к сепаратизму. Право народа на самоопределение и право государства на защиту границ могут сосуществовать в мире и гармонии, дополняя друг друга. И если государство не допускает в своих границах дискриминации
а соблюдает принцип равноправия и самоопределения, формирует правительство, представляющее интересы всех национальных групп, то шансы на этнические конфликты значительно снижаются. В Европе существует много народностей и национальных групп, которые вполне могли бы и хотели бы обрести независимость от своих старших братьев и соседей с имперским прошлым. К примеру, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс давно могли бы отколоться от Англии, Бавария от Германии, а Фландрия и Валлония и вовсе могли бы прекратить существование Бельгии. Мы уже не говорим с вами о сепаратистах из Каталонии и из страны басков, только и мечтающих о независимости Испании. Тем не менее, представителям всех этих земель удалось каким-то образом сесть за стол переговоров и прийти к мирному урегулированию. Практически у всех подобных образований есть автономный статус, представительство в правительстве и парламенте на общегосударственном уровне, а также языковые льготы, экономические преференции и минимум дискриминации и снисходительного отношения со стороны титульной нации. Увы, на фоне всех этих цивилизованных историй отношения народов России и Украины выглядят средневековой трагедией. К сожалению, мы не можем вернуться в прошлое и повлиять на то, чтобы все со всеми договаривались и жили дружно. Но зато мы можем смотреть в будущее, обратить внимание на другие проблемные регионы и сделать все от нас зависящее, чтобы бомба не взорвалась и там. Продолжение следует. Это независимые медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания. Он называется проследует.медиа. Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе. С началом войны в Украине общественное мнение будоражили слухи про то, что следующим направлением для российской агрессии может стать Балтийский регион. И российские пропагандисты как раз подогревали эти настроения. Нынешние противоречия балтийских государств с Россией уходят корнями еще в сталинские времена. В 1939 году СССР заключил с гитлеровской Германией так называемый договор о ненападении, секретные протоколы к которому как раз и распределяли между странами сферы влияния. И вот Эстония, Латвия и Литва как раз попали под советское влияние. Из-за этого три эти республики были насильственно поглощены, то есть оккупированы Советским Союзом через навязанный им угрозами пакт о взаимопомощи. Назревала Вторая мировая, и Союзу нужно было отодвинуть границы СССР от Ленинграда и закрепиться в регионе, разместив там войска и военные базы. То есть балтийским государствам была определена вот такая инструментальная роль. Это действительно помогло замедлить продвижение гитлеровской Германии в 1941 году, но для самих республик началась черная полоса в их истории. Значительная часть населения балтийских государств практически сразу после включения в состав СССР подверглась репрессиям, принудительному переселению и мобилизации в Красную армию. Примечательно, что во время Второй мировой войны отдельные латыши, литовцы, эстонцы и другие коренные народы Балтии сотрудничали с гитлеровской Германией, в которой видели надежду на обретение собственной независимости. Сегодня у себя на родине воевавшие на стороне Гитлера ветераны уравнены в правах с советскими ветеранами. И каждый год, 16 марта, в Риге, например, устраивают шествие в честь павших легионеров СС. И вот таким образом государства, пережившие тяжелейшие травмы, как бы встают над схваткой, примиряют бывших противников внутри собственного народа. Говорят людям: да, у нас были страшные времена, и многие совершили страшные ошибки, но мы все равно братья, нам надо разговаривать и искать общий язык. Однако Россия и российской пропагандой этот домашний разговор неизменно воспринимается как попытка оправдания фашизма, от которого, разумеется, русских надо защищать. В советские времена в Эстонии, Латвии и Литве образовалось довольно заметное русскоязычное меньшинство. В основном это потомки служивших на этих территориях военных и их семей. На начало 1922 года доля русских от населения Эстонии и Латвии составляла и там около 24%. В Литве чуть больше 5%.
После распада Союза вопрос о том, признавать этих людей гражданами республик или нет, стал краеугольным камнем местной политики, особенно в Латвии. Поэтому многие представители русскоязычного меньшинства стран Балтии, лишившись основного паспорта, попали в так называемую категорию неграждан. Эти люди лишены избирательного права и права занимать государственные должности. Всего в их отношении действует 29 ограничений. Но при всем при этом все эти люди могут пройти процедуру натурализации и получить гражданство. Но не все торопятся делать это, что объясняется, в общем-то, просто. На бытовом уровне русскоязычное население в странах Балтии редко сталкивается с откровенной дискриминацией. Хотя в международном политическом поле Эстония и Латвия выступают всегда наиболее жесткими и последовательными критиками России и кремлевского режима. Так возможно ли война на Балтийском направлении? Что бы там ни городили пропагандисты, думаю, это крайне маловероятно. На страны Балтии распространяется 5-я статья Устава НАТО, и нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех остальных. При всем безумстве нынешнего российского руководства на такое, надо думать, Кремль не пойдет. Тем более, что есть у нашей страны и другая мучительная и тянущаяся фантомная боль. Северный Казахстан. В 1989 году доля русскоязычного населения в Казахстане составляла 54%, но к настоящему моменту опустилась до 20%. Большая часть русскоязычного населения проживает в северных и северо-восточных регионах страны. В российском пропагандистском поле существуют даже расхожие мнения, что казахи просто понемногу выдавливают русских из страны, не дают продвигаться в карьерном плане и занимать руководящие должности. Например, министру информации Казахстана Аскару Умарову ставят в упрек фразы, в которых он называл русских в Казахстане навязанной диаспорой и призывал быть благодарными за то, что их не гонят как колонизаторов. Российские политики, впрочем, еще больше разодоривают своих казахстанских коллег. Например, депутат Вячеслав Никонов оскандалился, заявив, что некоторые территории Казахстана были подарены ему Россией. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. А не так давно политолог по имени Дмитрий Дробницкий в прямом эфире у пропагандиста Соловьева спровоцировал вообще настоящий международный скандал. Следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. Соловьев Дробницкого, кстати, поддержал, после чего они вместе вспомнили про 7,5 тысяч километров общей границы между нашими странами и огромные запасы низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске. Красноречивые напоминания, правда? И хотя все это пока лишь выкрики со стороны не слишком адекватных говорящих голов, не стоит исключать вариант того, что Северный Казахстан действительно может стать следующей лакомой целью для кремлевских геополитиков. Рассмотрим и еще один взрывной регион – Республику Молдова и отколовшееся от нее после распада СССР Приднестровье. Конфликт здесь вспыхнул еще в конце 80-х. На фоне роста прорумынских настроений в Молдавской ССР на ее части была провозглашена Приднестровская Молдавская ССР со столицей в Тирасполе. Но ее, правда, не признали ни в Кишиневе, ни в Москве. После развала СССР непризнанное государство Приднестровья продолжило существовать как Приднестровская Молдавская Республика, ПМР. В 1992 году конфликт Молдовы и Приднестровья перерос в открытое вооруженное противостояние, длившееся несколько месяцев. В результате погибло более 1000 человек. При посредничестве России было заключено перемирие. В регион ввели российских миротворцев, которые многие в Молдове, кстати, рассматривают как оккупационные войска. Но с тех пор конфликт остается замороженным, а попытки сторон его урегулировать ни к чему не приводят. Хотя Молдова и не сомневается в том, что Приднестровье рано или поздно вернется в родную гавань. С началом полномасштабного вторжения в Украину ситуация в Приднестровье вновь обострилась. Военной весной 22 года на территории непризнанного государства произошло сразу несколько взрывов и обстрелов, а глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы ведут в Украину. После этого в Приднестровье ввели красный уровень террористической угрозы, а российская группировка войск была приведена в полную боевую готовность. Позже российский генерал Рустам Миннекаев открыто заявлял, что целью России на втором этапе СВО будет установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной с выходом к Приднестровью. А российский зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат-единорос Виктор Водолазский, и вовсе сказал:
Нацизм кишиневских правителей, который поддержали их румынские покровители, должен быть искоренен по украинскому сценарию. Впрочем, учитывая последние успехи ВСУ на фронте, у России сейчас есть проблемы поважнее. Но, тем не менее, Молдова действует в соответствии с поговоркой «хочешь мира, готовься к войне». Летом президент страны Майя Санду на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявляла, что Молдова рассматривает самые пессимистические сценарии, и она попросит помощи у Румынии, если Россия попытается на нее напасть. На что Румыния пообещала не остаться в стороне. Однако давайте посмотрим на вопрос территориальной целостности и еще и под вот таким углом. Обладающая огромными территориями Россия ведь и сама не защищена от притязаний со стороны других государств. В основном это касается российского Дальнего Востока. Например, вы знали, что Россия до сих пор с 1945 года так и не подписала с Японией мирный договор? А все потому, что Япония не смирилась с потерей Южных Курил и Южного Сахалина по итогам завершения Второй мировой войны. На многих картах японцы до сих пор указывают и Туруп, Шикотан, Хабамаи и Кунашир как свои острова. И вот ситуация эта усугубляется еще и тем, что российские первые лица периодически демонстративно приезжают на Курилы, провоцируя японцев. А недавно Россия и вовсе запретила ранее жившим на Курилах японским гражданам посещать их в упрощенном порядке. А как обстоят дела у России с Китаем? Давайте разберемся. Последние десятилетия отношения у наших стран были, если не союзническими, то весьма теплыми и благожелательными. Открытые конфликты остались в далеком прошлом, а руководители двух стран регулярно общаются и обмениваются посланиями и сердечными пожеланиями, а также активно развивают взаимовыгодные экономические связи. Путин неоднократно высказывался в поддержку концепции одного Китая, что многие трактовали как одобрение потенциального вторжения КНР в прозападный Тайвань. Но Китай, как учит нас история, всегда ведет собственную игру, и до последнего времени Россия была в этой игре полезным попутчиком. С начала войны в Украине официальный Пекин подчеркнуто стремится сохранить нейтралитет, не высказываясь ни за, ни против российской операции. При этом многие китайские предприятия начали отказываться от поставок в Россию, а некоторые банки и вовсе присоединились к западным санкциям. Но возможно ли открытая агрессия со стороны КНР в отношении России в ближайшее время? Эксперты полагают, что навряд ли. В этом плане у Пекина есть своя фантомная боль в виде того же самого Тайваня, и военный конфликт с ним в ближайшие 10 лет гораздо более вероятен. Что касается России, то при негативном сценарии ей придется переориентироваться на китайский рынок и оказаться от него в еще более сильной зависимости, чем сейчас, когда мы продаем китайцам газ по заниженным ценам. Другими словами, для России гораздо более реальной смотрится перспектива стать сырьевым придатком Китая, чем лишиться своих территорий. Нет более обманчивого сокровища, чем рассыпанные у границ осколки бывших империй. Да, собирая их, правитель может на какое-то время даже укрепить свою власть, поднять рейтинг и вписать свое имя в историю. Вот только почти всегда в таких случаях это имя будет написано кровью. И поэтому перед государствами так часто встает важный вопрос. Что выбрать? Идеалы империи или человеческие жизни? Продолжение следует.